Сегодня мы разберем такую тему, как адаптация к стрессу. Теория стресса, каким образом использовать стресс для того, чтобы увеличивать свой уровень здоровья. И разберем несколько техник, таких действенных, быстрых техник для контроля уровня стресса. Сегодня мы будем разбирать тему теория стресса. Обычно, когда упоминают стресс в какой-то периодике, в журналах, в бложиках в интернете, постоянно мелькает такая мысль, что стресс это плохо, это то, от чего нужно спасаться, от чего нужно избавляться, и то, что приносит в нашу жизнь боль и страдания. На самом деле стресс нужен нам для того, чтобы адаптироваться к условиям окружающей среды. Только так вы можете быть здоровым человеком. И Ганс Селье определял стресс как неспецифическую, неспецифическое реакцию организма на а, чрезмерные сверхпороговые раздражители, реакция на значимые раздражители, раздражители для адаптации. Что такое важное в этом определении стресса? Первое, то, что реакция не специфическая. Вне зависимости от того, какой стрессовый фактор к вам прилетел, а, организм будет одинаково реагировать, одинаково подстраивать свою внутреннюю реакцию на внешний раздражитель. Реакция стрессовая идет только на значимые раздражители, сверхпороговые. То есть, если организм уже адаптировался к раздражителю, он его не воспринимает как значимый, то и стрессовой реакции на него не будет. И эта реакция нужна для того, чтобы организм смог приспособиться, адаптироваться к раздражителю. То есть эта реакция нужна для того, чтобы важные изменения в жизни а, организма могли привести к приспособлению организма к этим изменениям. И оказывается, что стрессовая реакция – это естественная реакция организма на то, что он живет. И недостаток стресса приводит к тому, что организм начинает болеть. Просто за счет того, что если не нагружать какую-то функцию организма, то со временем эта функция становится менее использованной и потихоньку атрофируется, уходит. Если же перегружать какую-то функцию сверх пределов адаптации, то со временем тоже происходит деградация за счет того, что эта функция используется сверх возможностей своих. И вот как выбрать ту золотую середину, когда и стресса хватает, и в то же время стресс не чрезмерный, чтобы сломать какие-то функции в организме, и мы будем говорить сегодня. Вот, это реакция, когда вы приходите научиться чему-то новому, она также является стрессовой.
Чем более новую информацию вы получаете, тем выше уровень стресса в вашем организме просто за счет того, что эту новую информацию нужно каким-то образом переварить и приспособить для своей жизнедеятельности. В то же время у стресса есть несколько таких м, фаз, через которые стрессовая реакция происходит. И каждая из фаз имеет свои плюсы и минусы. Так, фазы стрессовой реакции. И первая фаза – это тревога. Это когда прилетел какой-то раздражитель из окружающей среды, он еще неизвестен, непонятно, как на него реагировать, непонятно, что с ним сделать, откуда идет угроза, но уже есть настороженность и готовность эту а, угрозу выявить и к ней вырабатывать реакцию адаптации. И вот это состояние тревоги занимает очень много энергии. А, Уровень тревоги можно определить по тому, насколько часто вы дышите. Частое поверхностное дыхание, а, сердцебиение, беспокойство, чувство надвигающейся опасности, какие-то нарушения сна, а, повышенная подвижность, двигательная активность такое. Причем она не имеет цели, просто вот на месте не сидится, хочется там пощелкать кнопкой авторучки или там погрызть палец. Ну, эти моменты тревоги, как только вы у себя замечаете, это показатель того, что организм уже получил сигнал о том, что нужно адаптироваться, но непонятно к чему. Чем быстрее вы преодолеете фазу тревоги и перейдете к следующей фазе, к фазе резистентности, тем больше энергии вы сэкономите на то, чтобы адаптироваться к изменениям. И как только находится причина для тревоги, то сразу же организм вместо такого беспокойного, суетливого времяпровождения в ожидании того, что вот сейчас случится акатапалипсис, апокалипсис. Э, Вот как только появляется причина, сразу же переключается из этого беспокойного сидения в поисковое поведение. Как найти м, путь решения э, проблемы, которая перед вами стоит перед организмом? И фаза резистентности характеризуется тем, что повышается уровень настроения, оно становится более стабильным. Находятся силы для того, чтобы сосредоточиться на решении с тех задач, которые первостепенно были обнаружены как причина проявления тревоги. А, Идет накопление информации, есть желание, есть силы на то, чтобы этим заниматься, и это состояние очень стабильное. Если тревога требует большого уровня энергии и все сливается на то, чтобы там погрызть ногти или там побегать, побиться головой о стены из-за того, что непонятно, что пролетит, то в фазе резистентности эта энергия направляется в русло нахождения способа адаптации. И чем более точный будет поисковый механизм, чем более конкретно вы будете находить механизмы приспособления к
стрессовому фактору, тем быстрее наступит адаптация. И как только наступила адаптация, организм получает модель поведения, которая этот стрессовый фактор делает подпороговым. И уровень стресса падает. И для того, чтобы эта модель закрепилась, как только найдено решение, должно быть фаза восстановления. Восстановление. Это промежуточный момент восстановления, благодаря которому а, происходит суперкомпенсация. 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 Знакомая, наверное, вещь многим. Те, кто занимался какими-то атлетическими дисциплинами, там вот а, качал мышцы, поднимал тяжести, то там как раз рассчитывали периоды взаимодействия с весом и периоды восстановления для того, чтобы в следующий раз, когда вы поднимаете тот же вес, он для вас стал легким. Произошла суперкомпенсация, нарастилась мышечная масса больше, чем нужно для того, чтобы поднять вот тот вес, который вы в прошлый раз там с трудом э, пытались поднять, но чуть-чуть чего-то не хватало. И вот эта суперкомпенсация происходит тогда, когда есть восстановление, когда вы позволяете организму не получать сверхпороговых раздражителей какое-то время, чтобы раздражители были ниже порога адаптации, и тогда стресс на какое-то время сменяется фазой восстановления для того, чтобы произошла чрезмерная адаптация, больше, чем надо. И есть еще одна стадия, одна фаза в стрессе. Это такая фаза истощения. И фаза истощения наступает в нескольких моментах. Во-первых, если часто не давать восстановления. То есть, если не давать восстановления. Во-вторых, если у вас нету а, момента, который а, дает цель, дает причину тревоги. То есть, если у вас постоянно тревожность есть, непонятно откуда, и вы не даете причину организму, к которой нужно приспосабливаться, то также быстро наступает истощение адаптивных механизмов, и организм попадает в фазу истощения. То есть тревога без причины приводит к истощению. И четвертое, третья причина того, что наступает фаза истощения, это когда вы а, не имеете глобальной цели для приспособления. То есть это вот какая-то глобальная причина, по которой хочется жить. Просто вот, скажем, человеку нравится там посмотреть на закат солнца. Уже есть причина жить. То есть не столько смысл жизни, сколько хотя бы какая-то формализованная причина, по которой жить все-таки стоит. Оно не совсем смысл, а сколько причина жить. Если причины жить нет, то истощение наступает быстрее, даже если у человека есть навыки управления стрессом. Причина жить. Вот ее нету, тогда все это в истощении.
Так, теория понятна, хотя бы немножко. Если так, вам что-то непонятно, отпишитесь, пожалуйста, в комментариях. Если понятно, поставьте плюсики и попробуем сделать несколько минут отвести на то, чтобы подавить вашу тревожность, если она есть. Сейчас вот. Ага, Ольга вот пишет. Какое-то удовольствие от жизни. Причина жизни. Ну да, не обязательно удовольствие. Может быть, какая-то сильная боль по поводу того, что весь мир в опасности, он голодает и стремится там в пучину бездны, я его спасу. Не обязательно это удовольствие. Но вот причина тому, что еще пару-тройку деньков стоит пожить, это вот, да. Ага, вот, вижу, готовы. Итак, первый момент, который нужен для того, чтобы подавить избыточную тревожность, это активировать парасимпатическую нервную систему. Я думаю, многие из вас знают, что это такое парасимпатическая нервная система. Есть система симпатическая, вегетативная нервная система автоматическая, которая служит для того, чтобы активировать организм, приготовить к ответу на какие-то внешние вызовы. И она повышает артериальное давление, увеличивает частоту дыхания, сердечных сокращений, там увеличивает утилизацию кислорода и глюкозы мышцами, благодаря чему организм готов там вот реагировать, бежать, куда-то что-то делать. И есть система восстановления парасимпатическая, благодаря которой регулируется деятельность внутренних органов на то, чтобы восстановиться, лучше усвоить питательные вещества из пищи, там поспать, насладиться жизнью и подготовить организм к следующему циклу, когда потребуется что-то делать. Мгм. Парасимпатическая пускает слюни. Да, отличная такая штука. Если вы чувствуете, что во рту пересохло, там на душе тяжко и жизнь чего-то не удалась, нужно вот побиться лбом об стену, вот это момент того, когда симпатическая нервная система во время повышенной тревожности зашкаливает ее активность. Как только появилось много слюны во рту, можно так поесть чего-нибудь вкусненького, завалиться на бок, подремать и увидеть приятные сны, вот тогда парасимпатическая система включается. И сейчас буквально там на 1,5 минуты сделаем технику, как вернуть тонус парасимпатической нервной системы для того, чтобы на какое-то время отвлечься от тревоги, чтобы начать рационально соображать. Мгм. Я уже вижу много плюсов, все готовы, ждут. И просто выдохните и не вдыхайте. И ждите, пока тело вдохнет само. Выдохните и не вдыхайте. У человека в стволе головного мозга есть два дыхательных центра. Один дыхательный центр, который управляется сознательно, и взрослый человек обычно этим центром и дышит. И есть дыхательный центр автоматический, который регулируется уровнем углекислого газа в крови. И вот здесь ваша задача сознательно не вдыхать. Сознательно ждать, пока вдохнется само. Долго, упорно ждать. Обычно нетренированный здоровый человек 35-40 секунд выдерживает, пока вдохнется само. Если у вас вот
не хватило чуть-чуть усилий на то, чтобы просто понаблюдать за процессом и вдохнули самостоятельно раньше времени, то этот вдох будет неполноценный, он такой скукоженный, маленький будет. Если вы позволите отреагировать автоматическому центру дыхания, то будет вдох, как у младенца при рождении. Глубокий, вплоть до крика такого. Вот такой вот. Может, не так громко, не так ажиотированно, как я показал, но вот полной грудью вдох произойдет. Мгм. Попробуйте еще раз. И отпишитесь мне о том, сколько мыслей сейчас в голове крутится. Там. Как только слюни наполняют рот, беспокойство в виде большого количества мыслей в голове, оно пропадает. Беспокойство пропадает, как только вы и делаете из внутреннего диалога внутренний монолог. И если у вас есть мысль, то вы ее думаете одну, не множество одновременно. Редкими словами. Поставьте мне плюсики, если у вас получилось уредить количество мыслей, слюна во рту появилась, может быть, в сон потянуло. Вот. Минусики, если что-то недопоняли или что-то в этой технике не получилось. Как только вы придушите свою тревожность, ага, помню, пусто, тягуче, ага, отлично. У Марины, у Галины все получилось. Ну да, я, возможно, им уже давал эту технику. И вот когда тревожность ушла, тогда можно принимать какие-то рациональные действия. Рациональные действия по поводу того, что сделать. А что делать? Вот, скажем, есть у вас какая-то тревожная ситуация, непонятно, чего она возникла. Вы не знаете, что прилетит, но вот общее беспокойство есть такое. Вот сейчас что-то случится. В этом состоянии, если побыть слишком долго, то истощаются внутренние резервы, и когда уже причина прилетает, вы уже не готовы адекватно что-то делать. Скажем, тревожность по поводу того, что я вот на работу иду, а завтра карантин объявят, и этой работы у меня не будет. Или там понимаете, что вчера накосячили на работе, и на завтра не хочется идти, непонятно, какой результат будет. Что скажут, заметят, не заметят, там пожурят или просто так уволят, но непонятно, что делать. И вот эта тревожность возникает. Что делать с тревожностью, когда вот есть высокий уровень неопределенности, и эта тревожность долго и упорно истощает? Как вы думаете, что делать-то надо? Я вот даже эти фазы стресса показываю. А вспомнить, что эти фазы стресса запускаются не специфически. Все равно на какой раздражитель. Если вы не можете определиться с причиной для тревоги, дайте эту причину. Вы можете часто заметить таких новоявленных, ажиотированных провозгласителей новой истины. Там, моржевание. Моржевание всем поможет. Там, лечебное голодание. Там бодибилдинг. Там какое-то последнее звено. Вот какая-то новая технология, последнее звено. Вот только она вас приведет к всеобщему миру и процветанию. Там какие-то детки Порфирия Иванова, который плохо умел разобраться со своим адаптацией к стрессу и в результате слишком частой стрессовой реакции в 60 лет умер.
не дожил даже до среднего возраста мужчин по стране. Вот. Здоровенький помер. Мгм. Делать практику. Не делать практику снятия тревоги. Тревогу нужно снять для того, чтобы принять рациональное решение. Каким моментом, вне зависимости, какую бы вы там ни делали чрезмерную нагрузку, но спровоцировать развитие фазы резистентности. Вот ее. Кто-то может выйти и окунуться в холодную воду. Для него это будет сверхпороговый раздражитель, и он перейдет в фазу резистентности. Кому-то нужно там взять и в сексе упахаться настолько, что аж коленки дрожат, и подгибается все, и там вот падаешь от изнеможения. Но это вот включает переход в стадию резистентности. Кому-то нужно поголодать. Денек поголодал, это стресс организму э, сверхпороговый предъявил, и сразу же включилась фаза резистентности. Чем хороша эта ситуация? Тем, что как только вы включили фазу резистентности, для тревоги уже нету повода, есть повод для поиска решения. И вот когда вы понимаете, что причина у вас такая иллюзорная, которую вы сами придумали, но поисковое поведение включилось, вы его направляете на то, чтобы найти этот фактор, от чего тревожность пришла. Может, к доктору сходить, провериться на гормональный фон, и у вас там щитовидка стала слишком много гормонов выделять в кровь, и от этого тревожность идет. Может быть, в фазе резистентности у вас появится возможность рационально взглянуть на свою жизнь и понять, что вот здесь это меня не удовлетворяет, и оттуда тревога идет. И тогда появляется возможность для того, чтобы дальше приспосабливаться к тем факторам, которые вызывают тревожность. Дать себе возможность перейти из высокоэнергетического состояния тревоги, но которое много энергии расходует, в высокоэнергетическое состояние резистентности, которое энергию расходует экономно. То есть энергии много в фазе резистентности, и вы ее можете расходовать экономно, потому что это целенаправленное действие. Если в фазе тревоги энергии много, но она очень быстро расходуется, потому что направлена на все вокруг. Нету такого координирующего движения, координирующей ситуации в вашем теле, которая направляет энергию в какое-то русло. Из-за этого быстро истощается. И как только вы включили у себя поисковые механизмы, второй момент, который нужен, третий момент, который нужен, это вовремя уйти в фазу восстановления. Для чего? Для чего уйти в фазу восстановления? А? Как вы думаете, что вы там напишете мне? Как вот взяли причину для своей тревоги, дали такую подставную, чтобы переключить режим функционирования тела на рациональное такое, нужное для того. И потом резко эту резистентность сменили восстановлением. А для чего это нужно? М? Мгм. Когда вы делаете поиск, поисковое поведение идет. Так, поисковое поведение. Для того, чтобы этот поиск дал результат, надо время. Дать время автоматизмам
на то, чтобы они могли предложить какие-то варианты решений. И это возникает тогда, когда у вас есть возможность поделать ничего. То есть для того, чтобы из поискового поведения перейти в суперкомпенсацию через восстановление, должно быть возможность поделать ничего. Кто-нибудь из вас смотрел такой фильм? Ага, вот. Чтобы не свалиться в истощение, пишет Ольга. Да, с одной стороны, чтобы не свалиться в истощение, а с другой стороны, чтобы все-таки решение произошло. Чтобы вы не просто так крутились, как белка в колесе. Счастливые белки, они сидят не внутри колес, они сидят на колесах. Понимаете? То есть выйти за пределы ситуации. Не в ней самой вариться, а на какое-то время выйти за пределы, для того, чтобы решение было. Когда сидишь на колесе, оно легче. А когда на нескольких колесах, еще легче решается. Такие вот белочки с пушистым хвостом. И на колесах сидят. Да, поделать ничего. Есть такой фильм «Кристофер Робин». Если не смотрели, советую посмотреть. Там как раз постаревший Кристофер Робин встречается с Винни-Пухом, и Винни-Пух такие глубокие мысли говорит. Если что-то потерялось, и это нужно найти, и никак не находится, может посидеть на месте, подождать, и это само найдет тебя. Хорошая такая мысль, да? Или такая мысль, что делать ничего это важнее, чем делать что-то. Когда делаешь ничего, то все складывается хорошо. Когда вы уходите в фазу восстановления с задачей из фазы резистентности, не пробуйте тревогу подавить и уйти в восстановление. Это момент, который накапливает энергию, но потом тревога опять вернется. И вернется она с той же самой силой, и суперкомпенсации не происходит. А вот когда вы тревогу подавили, нашли какую-то причину для того, чтобы включить фазу резистентности, после этого через поисковое поведение нашли какие-то направления мысли, куда нужно двигаться, то нужно дальше уйти в фазу восстановления. Сделать период ничего. Когда стресс такой не глобальный, кратковременный, и он случается у людей каждый день, просто без стресса человек жить не может. Здоровый человек, если у него стрессовой ситуации нет, он ее находит. Это вот тот момент, когда, скажем, мужчина уже в чем-то состоявшийся, уравновешенный, такой довольный жизнью, находит себе жену-стерву, которая его там низводит, третирует, дергает, трясет, и ее бросить не может просто за счет того, что иначе у него уровень стресса будет недостаточно высоким для того, чтобы жить. И вот этот момент повседневный решается через сиесту. Сидеть на берегу желтой реки и ждать, когда проплывет труп врага. Ольга вот пишет. Есть еще такое развитие этой вещи. Прикинуться трупом, броситься в реку и понаблюдать на берегу реки, кто ж твои враги.
пока проплываешь, и потом уже целенаправленно взять и их покоцать. Это вот если Ольга описала, что сидеть на берегу желтой реки и ждать, пока проплывет труп врага, это в тревожности находиться и ждать, то вот фаза резистентности — это другая ситуация, она проактивная. То есть вы сами прикидываетесь трупом, плывете по реке, и этих врагов отследили, которые, мимо которых проплыли, вылезли из реки и решили с ними вопрос. Вот это вот хорошая аналогия. Спасибо за то, что предъявили. Мне мысль, да, радует. И вот этот момент сиесты, после обеденного отдыха, включить парасимпатическую нервную систему, когда уже поисковое поведение включено, тогда в эту сиесту начинают приходить дельные мысли. Мгм. Да, Наталья, добрый вечер. Ольга довольна, что предоставила нам такую красивую аналогию. Я тоже доволен. Делать сиесту. Почему вот сейчас там в Италии ужас какой-то творится м, этим коронавирусом, что-то там старики умирать много начали, а потому что у них сиеста — это главный на компонент средиземноморской диеты, и люди доживают до такого возраста, когда уже можно от чего-нибудь еще помереть. М. Это тот момент, который позволяет стресс превратить в движущую силу. Чем больше человек стимулирует себя, чего-то добивается, тем выше у него адаптивная способность, тем лучше он приспособлен к окружающей среде, и генетические механизмы направлены на то, чтобы поддерживать такого индивидуума максимально долго жизнеспособным.